Всем привет! Я Алена Чернявская, и это Weekly Top Fake. Здесь мы, команда журналистов-расследователей, проверяем новости и рассказываем, где вас хотели обмануть. Итак, поехали. 5-е место. Помощник Байдена обнаружен мертвым в пригороде Вашингтона. Сенсацию сообщили телеграм-каналы ОНТ и газеты «Минская правда». Основная версия гибели – самоубийство. Известно, что Фрэнсис Андервуд принимал антидепрессанты и страдал биполярным расстройством последние годы. Также известно, что он был одним из обнаруживших секретные документы в гараже Джо Байдена. Что любопытно, единственный источник этой информации – российский телеграм-канал с адресом Very Sexy Dasha. К новости прикреплена фотография, опубликованная еще в 2015 году в заметке о стрельбе в штате Джорджия. СМИ США об этой загадочной смерти ничего не сообщают. А фамилия и имя помощника президента Фрэнсис Андервуд странным образом совпадает с именем персонажа 46-го президента США в сериале «Карточный домик» от компании Netflix, которого там играет Кевин Спейси. Единая нация. Андервуд. «Карточный домик», 5-й сезон. Кстати, 46-м президентом США в жизни является Джо Байден, так что похоже на фейк с подтекстом. За что «Минская правда» и телеграм-канал ОНТ получают 5-е место в фейк-чарте этой недели. Четвертое место. Светлана Тихановская сложила с себя полномочия президента Беларуси, сообщил телеграм-канал «Могилевские новости» и процитировал якобы ее заявление. Вынуждена констатировать, что мое появление опередило время. Народ Беларуси не готов к демократии. Я не увидела той поддержки, на которую рассчитывал. Рожденные ползать, летать не могут. Наше время придет, когда умрет последний человек с советским мышлением. На самом деле, госмедиа опять ретранслировали чужую шутку, выдавая ее за реальную новость. В этот раз источником послужил телеграм-канал, который так и называется – «Политический юмор». К новости даже указаны хэштеги «шутка», «юмор» и «сарказм». Но у могилевских новостей хэштеги пропали, что придало информации как бы серьезный контекст. И это 4-е место в нашем Weekly Top Fake. А если вы хотите поддержать нашу работу, присоединяйтесь к нам на Patreon или другими способами доната. Все ссылки в описании. Бронза фейк-чарта. Всемирный экономический форум в Давосе уже не тот, сообщает ОНТ. А вообще форум тоже показательно прошел. Да? Ну, самое главное, да, они говорят, что самое главное то, что беспрецедентное число там, бизнесменов в этот раз приехало, но из мировых лидеров, Шольц, хотя его уже с натяжкой можно мировым лидером назвать, Байдена не было, России и Китая не было. На самом деле, кроме Шольца, был еще президент Кореи, не той, где Ким Чен Ын, а южной, а также премьер-министры Марокко, Испании, Финляндии и других стран. Беларусь на форуме представляла Светлана Тихановская. Но ладно, это не главное, идем дальше. Коротко об итогах Давоса. Западным странам не дали осудить Россию на G20, и они решили это сделать на экономическом форуме, куда специально не позвали российских и китайских бизнесменов. В итоге экономический форум превратился в идеологический съезд НАТО. России на Всемирном экономическом форуме в Давосе действительно не было из-за западных санкций. А вот Китай был в лице вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Он выступил там с речью о том, что их страна открыта для иностранных инвестиций. И даже провел в Швейцарии встречу с министром финансов США. А отсутствие китайских бизнесменов на Всемирном экономическом форуме объясняется тем, что у Китая свой подход к борьбе с новой волной ковида. У них все еще локдауны, которые из-за протестов лишь немного ослабили. Ну а ОНТ и телеграм-канал, кстати, делят 3-е место рейтинга фейков за то, что не заметили на форуме Китай. Американским детям разрешили выбирать себе не только пол, но и принадлежность к биологическому виду, рассказывает телеканал «Беларусь-1». Американское безумие не ограничивается только легализацией различных половых извращений. У детей и подростков, тех, кого никоим образом не волнует их гендерная принадлежность, теперь новое развлечение. Они идентифицируют себя как зверей. На это обратил внимание американский сенатор Брюс Бастельман. Я немного шокирован. Это называется фурией. Для тех, кто не знает, что такое фурия, это когда школьники наряжаются в животных, кошек или собак прямо во время учебы. Они мяукают и лают, и таким образом общаются с одноклассниками или учителями. А теперь школы хотят установить лотки для таких детей. Разве это соответствует санитарным нормам? Как школы вообще могли позволить, чтобы такое произошло? СТВ тоже не смогло пройти мимо такой темы. В американских школах уже дети бегают в костюмах животных и подражают их инстинктам. И даже Оскар Кучера высказался об этом в своем нашумевшем интервью Юрию Дудю. Ты можешь быть лесбиянка, вопросов нет. Но если у тебя кукушка поехала, и ты ощущаешь себя собачкой,
Мне кажется, это немножко в сумасшедший дом. Эта история с сенатором произошла еще в марте прошлого года. Брюс Бостельман действительно все это сказал, но уже через несколько часов извинился за свои слова. Об этом написала в Твиттер другой сенатор. Обновление. Сенатор Бостельман только что снова взял микрофон, чтобы сказать, что он и председатель комитета по образованию связались с некоторыми школами за обедом и обнаружили, что они не предоставляют урны для туалета для Фури. Он извиняется перед Фури. Несмотря на то, что Бостельман взял свои слова обратно, видео его выступления широко разошлось по интернету. Оно уже набрало под 900 тысяч просмотров только в Твиттер. Агентство Associated Press писало, что такие слухи о детях животных гуляют по США с декабря 2021 года. Хотя еще до заявлений сенатора этот факт уже опровергали представители школ. Беларусь-1 и СТВ об извинениях сенатора за распространение непроверенной информации, конечно же, ничего не сообщили, за что им достается серебро нашего рейтинга неправды. Беларусь становится популярным туристическим направлением, а европейские туроператоры несут потери. Статья с таким заголовком и смыслом вышла в газете СБ «Беларусь сегодня». Вот одна из цитат. По предварительным прогнозам, от политики закрытых дверей европейский турбизнес в минувшем году потерял более 20 миллиардов евро. Значительные убытки несут Испания, Греция, Кипр, Италия, Болгария и Финляндия. В частности, Институт туризма Испании уже объявил об убытках, равных приблизительно 1,4 миллиарда евро. Владельцы туристической инфраструктуры с тоской вспоминают о былых прибылях. Откуда они взяли информацию про потерянные 20 миллиардов? На самом деле, результаты туристического года в Европе превзошли все ожидания. Трафик туристов достиг 80% до пандемийного уровня. То есть это самый удачный год после 2019. По количеству ночевок туристов в Европе до уровня 2019 не хватило всего ничего, лишь 5%. Быстрее всего нарастили свой туристический поток иностранных туристов Дания, Хорватия и Люксембург. Сложнее пришлось Литве, Латвии и Словакии. Россиян на зарубежных курортах действительно не досчитались. Но, например, Испании это не помешало заработать на туризме даже больше, чем в 2019 году. А вот в России по сравнению с 2019 годом туризм просел сильно, хотя далеко не исчез. В прошлом году иностранцы совершили туда около 10 миллионов поездок. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году. Теперь о Беларуси. Получается, что туризм у нас просел аж в 4 раза, хотя в прошлом году и наблюдался небольшой рост. Так что за перекладывание с больной головы на здоровую первое место в нашем фейк-чарте получает газета СБ «Беларусь сегодня». Это были все фейки, о которых мы хотели рассказать. Если вы заметили подозрительную новость, присылайте ее нам. Мы проверим на правдивость. Спасибо всем, кто ставит лайки. Вы помогаете увидеть правду еще большему количеству людей. И если хотите поддержать нашу работу, это можно сделать по ссылкам в описании к этому видео или через функцию «Супер спасибо» на YouTube. И помните, что не стоит верить всему, в чем вас пытаются убедить. В этом вам поможет ваше критическое мышление, ну и наша программа. До встречи на следующей неделе.